мероприятия, но очень важным для нас. Я являюсь генеральным директором мультимедиа-клуб. Мы имеем в своем ассортименте очень много известных брендов и всегда рады видеть новых представителей лучших мировых компаний, которые отдают не только все свои силы, но и вкладывают душу в эту замечательную отрасль и предлагают замечательные инструменты. Именно такой является компания Moog Music Inc. Сегодня рад представить на нашей презентации ее президента и генерального директора Майка Адамса. Thank you for having me. I appreciate it. It's very nice to be in Moscow in the springtime. Спасибо. Я тоже с удовольствием приехал в Москву в весеннее время. I appreciate the wonderful weather that you brought. Видим здесь замечательную весеннюю погоду. All right, so I hope you can see this okay? Надеюсь, что всем удобно, всем видно. Okay. I want to start by giving you a little history. Давайте я немножечко об истории расскажу вам для начала. When you speak of Moog Music, you have to speak of the historical significance of Bob Moog himself. Потому что, когда мы говорим об истории музыки, нужно обязательно несколько слов сказать об ее основателе Бобби Mooге. Today, in this world, there is nothing that you listen to besides acoustic music that hasn't been influenced by Bob Moog. Потому что на сегодняшний день вы слушаете любую музыку, и вся она, кроме акустической музыки, подверглась влиянию Боба Mooga. It was my honor to work with him for 3.5 years before he passed away. Мне посчастливилось поработать с ним в течение 3,5 лет, прежде чем он скончался. And it's our pleasure to work at a company that carries his legacy. И очень приятно мне работать в компании, которая так аккуратно относится к его наследству. So Bob was born in 1934. Боб родился в 1934 году. Very inquisitive young man. He went to school at the School of Science and Math in Brooklyn, New York City. Учился в школе, очень был любознательным ребенком, учился в технической школе, научной школе в Бруклине, районе Бруклин. When he was a child, teenager, he had read an article in a radio magazine about a famous Russian. И когда учился в школе, прочитал статью в радиожурнале о русском ученом. Theremin was Bob's hero for his whole life. The most important influence in Bob's life was Lev Theremin. И этот ученый оказал огромнейшее влияние на всю его последующую деятельность в течение всей его жизни. It's one of the primary reasons I wanted to make this trip to Russia, because it's an honor for me to be here, where he was so inspired. И для меня это большая честь приехать, путешествовать, приехать в Россию, потому что это страна, которая его вдохновила. The result of reading the radio magazine, Bob and his father began to make theremin kits. В результате, под влиянием чтения различных статей в радиожурнале, Боб вместе со своим отцом занимается наборами термин-бокс, созданием наборов для термин-бокс. И во время этой деятельности он уже начинает сам писать статьи в этот журнал с описанием того, что ему удается построить и создать. The theremin is really at the heart of all the inventions that he created after 1954. То есть, в принципе, все изобретения после 1954 года пользуются очень большой популярностью. The concept of an electronic oscillator is the core of what's in the Mini-Moog. Например, концепция электронного изолятора лежит в основе того, что мы называем сегодня мини-Moog. So in 1963, Bob met this man named Herb Deutsch. He's a professor at Hofstra University. Herb Deutsch. В 1963 году состоялась встреча Боба Муга с профессором Хаффсдойч.
Bob and Herb Deutsch collaborated Они начинают сотрудничать. to manufacture the first modular synthesizers. Начинают сотрудничать с целью создать первый модульный синтезатор. Not to talk too much more about that point, but this led to the introduction of the most iconic synthesizer of all time, the Mini-Moog. И чтобы сильно не останавливаться на этом, как бы эти разработки привели к иконе современных синтезаторов Mini-Moog. To make the important meeting with the И в 1991 году у него случается очень важная встреча с Лев Тормом. This is the most important meeting of Bob's life. То есть это была самая важная встреча в его жизни. Во время этого периода его интересы смещаются от цифровой обратно к аналоговой музыке. And in 2002, which is when I started, И в 2002 году, когда я уже пришел в эту компанию, we reintroduced the Mini-Moog. мы снова запускаем Mini-Moog. So this brings us to 2002. Посмотрите, эти бренды появляются в 2002 году. And it's approximately 3 years later that Bob had a brain tumor and died. Ну, практически уже через 3 года у Боба случается опухоль мозга, и он умирает. It's a list in Wikipedia. It's a very long list, so I couldn't put it in the presentation. But you can go to Wikipedia and type in list of Moog artists. Посмотрите, пожалуйста, вот Википедия дает такой исторический список людей, которые пользовались этим. Он достаточно длинный, поэтому я его не включила в презентацию, но вы можете сами пройти, посмотреть. It's a huge list. То есть он действительно длинный, огромный. And probably incomplete. Ну и может быть не обязательно, и что полный. Some of the famous names from that era Вот есть здесь такие известные имена. include Yes, Earth, Wind and Fire, Emerson, Lake and Palmer, the Moody Blues, Kraftwerk, and probably today still one of the more influential, even if he was from that era, but still very influential and very involved in our company, is Stevie Wonder. И сегодня одним из наиболее влиятельных еще с тех времен остается Стиви Вандер. So today, Moog Music is in a 25,000 square foot facility. Посмотрите, пожалуйста, сегодня Moog Music занимает вот такое огромное здание, Which is in the city of Asheville, North Carolina. которое находится в городе Asheville в Северной Каролине. It's a small city, but a very beautiful city. Город очень небольшой, но очень красивый. One of the top tourist destinations in the United States. То есть это очень известный туристический городок, одно из лучших туристических направлений в Соединенных Штатах. It's in the highest mountains on the East Coast. На восточном побережье находится одна из самых высоких вершин. With a lot of beautiful parks, world-class restaurants. Там большое количество очень красивых парков, ресторанов мирового уровня. And it's set in a valley that's surrounded by mountains. Находится он расположен в долине и окружен живописными горами. Okay, so now we'll talk a little bit about the instruments. Давайте теперь немножечко поговорим об инструменте. The Mini-Moog Voyager, which was introduced in 2002, В 2002 был представлен Mini-Moog Voyager. is the successor to the most popular synthesizer of all time, the Mini-Moog Model D. Это последователь самой успешной модели Mini-Moog Model D. And I think that right now we'll just take a short intercession from my presentation and let Igor give a sonic demonstration.
okay? Дорогие друзья, добрый день. Мне выпала такая честь, можно сказать, не побоюсь этого слова, показать для вас звучание этого инструмента. Вот, меня зовут Игорь Федоров, я являюсь дилером компании «Мультимедиа Клуб». Вот, и одновременно действующим музыкантом, у меня своя студия. Звучит, ну, конечно, потрясающе, ничего не скажешь. Значит, самое главное, конечно, осцилляторы. Это сердце инструмента. Надо отметить, что так же, как и в классическом мини-муге, здесь 3 осциллятора. Первый осциллятор, здесь вот 2 таких крутилочки, значит, 2 потенциометра. На втором осцилляторе 3 потенциометра, на третьем тоже 3. Значит, на первый осциллятор работает в режиме опорного осциллятора, то есть это главный осциллятор. Значит, он не имеет частоты плавной подстройки, то есть нет у него этой крутилочки наверху. Значит, второй и третий осциллятор, у него уже есть потенциометр плавной настройки. Вот слышите, да? Второй осциллятор плавно уже подстраивает. Третий осциллятор точно так же имеет такую... Работает, вот слышно, наверное, как оно работает. Продемонстрировал, как, в принципе, работает мини-муг в Moog. Работает он здорово. Теперь расскажу вам в 2 словах о другом инструменте фирмы Moog, это Little Fatty 2. Здесь есть USB выход, что очень удобно. В принципе, может работать тоже и как MIDI интерфейс. В отличие от мини-муга Voyager, у него 2 генератора. Все собрано также точно по традиционной схеме. Генераторы тоже чисто аналоговые, управляемые напряжением. Фильтр работает точно так же, как я сказал на Voyager. Котов, при нажатии на котов, значит, мы меняем параметры частоту среза фильтров. Дальше, нажимая кнопку резонанс, точно так же все происходит, только мы крутим одну ручку. В принципе, это удобно. Для начинающих музыкантов, наверное, это даже более предпочтительно. Но он стоит подешевле, но и к тому же он более прост в управлении, конечно. Значит, здесь клавиш поменьше, 37 клавиш. Но, значит, как я сказал, несмотря на то, что инструмент небольшой, звучит он потрясающе, очень здорово. Потому что, вы понимаете, хочу сказать, что, вы знаете, вот любой музыкант, подходя к инструментам,
либо он испытывает вдохновение от инструмента, либо нет. Это вот тот показатель, который всегда заставляет музыканта либо приобрести инструмент, либо пройти мимо. Так вот хочу сказать, что подходя к инструментам, практически к любым инструментам фирмы Moog, испытываешь настолько большое вдохновение, и это отражается на творчестве очень многих музыкантов. Значит, следующая линейка — это его рэковый вариант, называется Slim Fatty. В принципе, не буду вдаваться в подробности, это то же самое, что этот инструмент, только в рэковом исполнении. Очень актуально для музыкантов, которые страдают нехваткой места. Значит, если места не хватает, взял рэк, ну, естественно, все возможные инструменты те же самые. Значит, у Voyager есть то же самое, как клавиатурный вариант, так и рэковый вариант. По сути, все то же самое, только без сенсорных площадок. Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать. Спасибо. When Bob passed away in 2005, he had just completed a sketch for Little Fatty. It was just literally on a one piece of paper. Появился набросок Little Fatty. And everybody felt that with his dying, that the company was in trouble. But fortunately, about 8 months prior, we had found a new engineer. His name is Cyril Lance. And Cyril has been our engineering chief engineer for the last 7 years. And the Little Fatty was his first project. We started working on the Little Fatty in October of 2005. And we shipped the first units 8 or 9 months later in July of 2006. It was an extremely important milestone for the company because we proved that we could still manufacture new synthesizers. Компания доказала, что независимость от смерти Муга, компания производит новые синтезаторы. And since that time frame, we've grown an average of 20% per year. И продолжает расти 20% в год. Some 3 or 4 years later, we produced the Taurus 3. И спустя 3 года запустили линейку Taurus 3. As important as the Mini Moog is to synthesizers, the original Taurus was a very sought-after instrument by large number of musicians. Это в свое время был тоже очень известный инструмент Moog, любимый многими музыкантами. But this unit has the deepest bass sound of any instrument. It's gut, pounds you in the gut bass. И он производит колоссальный басовый звук, там ни с чем не сравнимый. So just 2 months ago, we've introduced the Minotaur. 2 месяца назад компания представила Minotaur. Very small, compact. Очень маленький, компактный. The Minotaur has the same sound as the Taurus. Minotaur имеет такой же звук, как и Taurus. But you can play it from any MIDI device. Но при этом можно играть с любого подключенного MIDI-устройства. So I want to ask Igor to come up and just demonstrate the sound. Ну, сейчас мы продемонстрируем звук.
все очень просто. И опять, я думаю, разобраться с этим инструментом никакой сложности не возникнет. Опять те же самые генераторы огибающий, микшер, микширование первого осциллятора, второго осциллятора. Форма волны треугольная, прямоугольная, потенциометры точно такие же, как и на других инструментах. И несмотря на то, что инструмент достаточно компактный и небольшой, звучит он тоже великолепно. И для музыкантов, в принципе, я хочу сказать, что находка такая серьезная, потому что стоит он не таких больших денег, скажем, как данный инструмент, да, и даже как Little Fatty 2. Но звучит он очень здорово, и в любой аранжировке он украсит практически любую аранжировку. И хочу сказать, что любой звук Moog, это касаемо и Voyager, это касаемо Little Fatty 2, это касаемо синтезатора Mini Tower, значит, любой звук буквально прорезает аранжировку. То есть вы берете басовый звук, и вот опора, все музыканты знают, что опора любой композиции, это, естественно, барабаны, это, естественно, бас. Так вот, любой звук, включая и данный синтезатор, это, в принципе, опора очень серьезная. Поэтому соотношение цена-качество инструмента просто бесподобное. Thank you. So this is we just introduced this product at the NAMM show in Los Angeles. В Лос-Анджелесе на этом шоу они как раз представили этот продукт. It's been wildly successful. It's our least expensive synthesizer ever. Он имел грандиозный успех, потому что это самый дешевый синтезатор Moog. I'd like to just briefly touch on our guitars. I know that we're not known for guitars, but we make a guitar. Компания Moog также производит гитары. Сейчас поговорим о гитарах. This guitar we started producing in 2008. В 2008 году мы стали производить гитары. And at first you may think it's a foreign idea for Moog to produce a guitar. Для начала показалось странным, может быть, идеей Moog производить гитары. But actually the guitar string is the perfect mechanical oscillator. Гитарная струна — это идеальный механический осциллятор. So if you think of a guitar as having 6 oscillators, И 6 струн — это 6 осцилляторов. we're controlling those strings in a similar way that we control a synthesizer. И мы контролируем струны так же, как мы контролируем осцилляторы синтезатора. But instead of filtering out noise or filtering out harmonics, Фильтруя гармонию. we are enhancing second and third and fourth harmonics of the string. Мы можем выделить вторую, третью, четвертую гармонию струн. So we pull sounds from the guitar that you normally don't hear. Таким образом мы получаем звук гитары, который прежде не слышали. We're also able to sustain those sounds for an infinite sustain. И получаем также большой бесконечный сустейн. Or we can instantly mute the string. Либо мы можем заглушить Or we can do, or a combination of both, because we have 2 pickups. и все промежуточные значения, потому что там 2 звукоснимателя. Okay, so it's a very simple instrument. The reason Bob loved this instrument is because it was so simple. You move you turn it this way. So you move your left hand to and from to get between 5 and, depends on the model, between 5 and 8 octaves. Это очень простой инструмент, и Боб любил его именно за его простоту. Достаточно приближать или удалять руки от антенн, чтобы влиять на звук. And then your right hand is like a conductor to change the volume. Правая — это высота тона, и левая — это громкость. So with these controls, you can use this instrument, this effect, from anything from singing to a bass machine. Этой педалью можно контролировать очень многие вещи, от пения до басового синтезатора.
We have a variety of different types of musicians that use the Mooger fingers. Очень многие типы музыкантов используют педали Mooger. Electric violin players, keyboard players, theremin, singing, of course synthesizers. Виолончелисты, певцы, исполнители на теренбоксе. And the MF-108, the MF-105 is this one. It's called the MIDI Murph. And the MIDI Murph is a very different sound. But actually it's not. It's a series of 8 resonant filters. Здесь у нас присутствует 8 фильтров резонансных. You can control the speed at which it moves through the pattern with the rate knob. Этим регулятором скорость. And the shape of the envelope it creates. The shape. Величина огибающая. And then this is the MF-108. It's called the cluster flux. Модель называется Cluster Flux. And the cluster flux is chorus and flanger. So it has a chorus and flange mode. Его можно представить, трудно представить, но можно представить как разновидность хоруса и фленджера. But it also has another waveform to modulate the flanging. Но при этом есть источник модуляции с различной формой волны. Well, if you were to buy 2 Mooger fuggers and connect the backs together, it's not like having 2 effects, it's like having 10. Двумя педалями можно получить, подсоединив их, можно получить не 2 эффекта, а 10. And several of them also have a MIDI capability. А также у педали есть MIDI интерфейс. I think we're going to get a demonstration of the Mooger fuggers now. Сейчас будет демонстрация Mooger fuggers. So last year we began to introduce some of these apps, and the first one we did was called Filtertron, which was about a year ago, but then we introduced the Moog in October. And the Moog is Moog's first ever digital synthesizer, actually, but it's on the iPad. Moog приложение для iOS, это по сути первый цифровой Moog. This was the #1 app in the world in October. I think there's 27 million apps out there right now, and the Moog was the #1 app in the world. В октябре это было приложение №1 по продажам. It's not a company that's only in the past, but we have many current artists that we work with as well. Не все пользователи Moog в прошлом, множество современных артистов используют Moog. So we have a lot. We also work directly with them in our factory as well. On the left is Moby. Слева у нас Moby. And on the right, с производителями синтезаторов. He's working with one of our engineers, and Brian Eno. И Брайан Ено тоже работает плотно с инженером. We also have a 3-day concert every year.
called Moog Fest. Каждый год проводится Moog Fest, трехдневный фестиваль. This is a small selection of the groups. We had 81 groups there last year. Это небольшой выбор, то есть небольшой набор групп, которые принимают участие обычно в этом фестивале. History or analog roots. Мы также планируем в дальнейшем развивать наши аналоговые музыкальные инструменты With progressive new product introductions in the coming years. и планируем представлять наши новые достижения в следующие годы.